Привет, друзья! Вы на канале Need for Travel, и это наше завершающее видео велопутешествий по Азии. Вот и Юра подтянулся, сейчас расскажет. А что ты без меня снимать начала? Ну, тебя пока дождешься. Так нам написали, что эти декорации у нас не очень. Вообще не очень! Что нам делать? Сейчас же карантин, поэтому если бы не карантин, мы бы снимали, может, где-то на пляже, в горах, или в лесу, может, еще где-то. А так нам приходится выкручиваться на территории нашего гестхауса, в том числе и на фоне нашей зеленой стены. Что ты там клацаешь? А дождь собирается. Может, дом пойдем? Опять дождь? Да каждый день. О, вот эти сезон дождей на Шри-Ланке, такая-то жесть. Ну ладно, пойдем. Ну вот мы в доме. Да, тут хотя бы дождя нету. Логично. Не правда ли? В прошлом видео мы побывали в одном из самых невероятных мест в мире, в горах, где снимали фильм «Аватар». Если вдруг вы не видели еще это видео, то обязательно его посмотрите по ссылке в описании. А в этом видео мы отправимся южнее. По пути во Вьетнам посетим место, где Мао Цзэдун провел детство. Расскажем о совпадении и посетим парк с 22 туалетами. Утром мы выехали на автобусе из Улинюаня, чтобы уже вечером прибыть в один из крупных китайских мегаполисов – Чэньша. В Чэньша мы специально не собирались ехать, но мы узнали, что это один из крупных транспортных узлов, откуда удобно добраться уже до Нанинга, города недалеко от границы с Вьетнамом. В городе Чэньша нам не пришлось искать жилье и писать запросы местным, остановиться у них по каучсерфингу, потому что китаянка Венди, с которой мы в прошлой серии познакомились и гуляли по национальному парку Джан-Дяде, где снимали «Аватар», она написала своему хосту в городе Чэньша, чтобы он захостил и нас. И он оказался не против нас захостить на 2-3 дня. Да, но Киди хостил еще и немца. И мы такой дружной компанией засиживались аж до 3 часов ночи. А примерно час ночи каждый день Киди такой, что-то я проголодался. Сейчас мы закажем еду, нам привезут, а мороженое, арбуз, хорошо. Да, так много ночью мы не ели за все, наверное, время, сколько мы ели с Киди по его инициативе, кстати. И вообще он оказался очень интересным собеседником, он нам очень много всего рассказал из своего опыта и показал свободу в Китае под немножко другим углом, о котором в Европе обычно не говорят. Сравнить у него было с чем, ведь он прожил 10 лет в Лондоне, где учился и работал, а затем вернулся в Китай и запустил свой бизнес в родном городе Чанша, школу по изучению английского. После года преподавания английского во Вьетнаме нам было очень любопытно узнать, как работают неносители языка учителями английского в Китае из первых уст. И тогда Киди признался, что несколько лет у него в центре уже работает украинец, которому он раньше успел сделать рабочую визу, когда это можно было еще сделать, потому что теперь рабочую визу можно получить только представителям из 5 англоязычных стран. И даже после этого 1000 представителей из разных стран едут устраиваться учителями в Китай на свой страх и риск. Конечно, там зарплаты выше, уровень жизни выше, особенно если сравнивать с Вьетнамом. Вообще китайская провинция показалась нам не менее развитой, чем столицы многих других азиатских государств, в которых мы побывали. Что уже говорить о таком областном центре, как город Чанша с населением около 8 миллионов людей. И вообще оказалось, что там очень много небоскребов, и чтобы пересечь реку в городе, нам пришлось минут 10 на велосипедах ехать по туннелю под этой рекой. Но если говорить о достопримечательностях города Чанши, то их тут очень немного. А сегодня мы отправились исследовать город на велосипедах. Мы сейчас находимся на Оранжевом острове. Это, в принципе, самое популярное такое место отдыха в этом городе. Он находится между 2 частями города на реке. И сюда, именно в эту часть, не пускают на велосипедах, поэтому мы пошли пешком. Сейчас мы двигаемся по парку к голове Мао Цзэдуна. Перемещаться по парку можно либо на специальных туристических автобусах, либо пешком. В тот день народу было совсем немного, и мы никому не помешали, если бы просто катили велосипеды или даже ехали бы на них. И из-за автобусной кассы мы чуть не уехали из парка раньше времени.
Мы тут шли к бюсту Мао Цзэдуна, увидели очередь. Естественно, решили, что это очередь Мао Цзэдуну. Оказалось, что нужно билет. Мы пошли, купили билет. А в итоге выяснилось, что это билет всего лишь на автобус по этому парку. Поэтому пришлось сдать билет, естественно. И сейчас мы пойдем опять этого искать. Огромный бюст Мао Цзэдуна. Где ты, огромный? Мы тут ходим, ищем тебя. Если честно, то в городе Чанша не так уж много достопримечательностей, но этот город интересен исторически тем, что здесь неподалеку от него в селе родился лидер коммунизма Китая Мао Цзэдун. Этот памятник был открыт в 2009 году к 116-летию вождя коммунизма, потому что говорят, что Мао гулял по этому острову, любил купаться в речке, а потом он уже уехал в путешествие, остановился в Пекине, Шанхае и потом уже присоединился к коммунистической партии. Именно поэтому здесь он изображен молодым, здесь ему волосы у него развиваются, и китайцам очень нравится этот памятник, прямо они, естественно, толпами сюда приходят. У нас ушло где-то около часа, чтобы дойти от того места, где можно было припарковать велосипеды, до сюда. Но вообще, в принципе, можно потратить и больше времени, если взять с собой перекус, воду, потому что здесь раза в 3 дороже все стоит, чем в магазинах в городе. Я уже как-то и забыл, честно говоря. А что там еще есть в Чанши? Здесь есть еще музей Хунаня, несколько храмов, парков. Но на второй день мы уже отправили велосипеды службой доставки в город Нанин. Так что выбрали только одно место – 300-метровую гору Юэлу. Да, помню. Это была бы отличная смотровая площадка на город, если бы не туман или смог. Что это такое вообще? На этом наша программа «Минимум» в городе Чанша была выполнена. И в последний вечер Киди решил нам показать украинских музыкантов, о которых рассказывал еще в первый день. После нашего уже сонного кивка Киди включил видео. Это же наши друзья Олег и Алина. О, так Олега я знаю уже лет 20. После этого сон как рукой сняло. И Киди решил, что все украинцы знают друг друга, и начал показывать нам фотки всех украинцев, которых он когда-либо встречал. Какова же мала была вероятность увидеть наших друзей из Запорожья на первом его видео? Да, мир тесен. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Из Чанша мы отправились в Нанин, город на юге Китая. У нас был выбор между 3 основными видами поездов. Первое – это высокоскоростные поезда. Второе – так называемые купе. Третье – это что-то вроде наших электричек. Не знаю, как Оля, но мне очень хотелось проехаться на высокоскоростном поезде. Но нас остановила цена. Пришлось брать билеты в слипер-класс. Слипер-класс, господи. Помойка. Я могу себе позволить высокоскоростной поезд. Я тичер. Поезд слипер-класс – это что-то вроде нашего купе. Путь занял целый день, зато из окна мы могли налюбоваться на виды знаменитых гор Гуйлиня. Нанинь – главный город провинции Гуанси. И то, что он граничит с Вьетнамом, его выдавало 3 вещи. Только байки в Китае оказались другие. Здесь они работают от электричества, а значит они бесшумные. И в Нанине почти все ездили без шлема. Во Вьетнаме же за езду без шлема могут оштрафовать. Хотя я молчу о качестве многих вьетнамских шлемов за $2. Еще одна чисто вьетнамская фишка – это малюсенькие стульчики. Они прям повсюду в Нанине. Ну, конечно, их меньше, чем во Вьетнаме. В Нанине оказалось заметно меньше тротуаров, чем в других городах Китая. Вчера мы приехали вот такие вот
апартаменты в Нанинге. Было нелегко найти дом, потом хорошо, что нам повезло пройти мимо охранника. И тут мы очень удивились, когда пришли по адресу нашего хоста и попали во дворец с памятниками на каждом углу, картинами на всю стену, мостами между домами, искусственными водопадами, ботаническим садом и мебелью, как во дворце. И даже унитазом с кучей кнопочек. Это мы так живем по каучсерфингу, все в таком стиле, у нас обычно такое не делают, а здесь видно прикольно так. С хозяйкой мы еще не общались, по сути. Овсянка, сэр. Что это, каша, что ли? Овсянка, сэр. А нет ли чего-нибудь другого? Ну, я не знаю, котлеты, мясо. Мы ждали встречи как минимум с Елизаветой II. Но наш хост оказалась очень простой и доброй девушкой, которая работает в организации спортивных соревнований для детей. И в основном она была все время занята, поэтому мы были предоставлены сами себе. На главном железнодорожном вокзале Нанина мы забрали наши велосипеды и отправились на них в самый крупный парк города, горы Цинсю. И первое место, которое советовали здесь посетить, была вот эта вот гора Квинсы. Да, сюда стоит ехать, хотя бы потому, что это вообще один из самых классных парков, в которых мы были в Китае. Он находится в городе, и благодаря этому называют этот огромный парк легкими Нанинга, потому что отсюда якобы дует чистый воздух, хотя воздух и так не очень-то загрязнен в городе. Вход сюда стоит 20 юаней, при условии, что вы ни за что не будете доплачивать. Мы, например, поехали со своими велосипедами, но также можно взять велосипеды на прокат, либо прокатиться на общественном таком транспорте, автобусе без окон. И если у вас возник вопрос о гигиене, то не волнуйтесь, китайцы об этом позаботились. 20, 21, 22. Парк, конечно, классный, но нас поразило даже не это, а то, что здесь на карте нанесено 22 туалета в одном только парке. Причем они бесплатные, регулярно убираются. Обычно там нету, конечно, мыла и туалетной бумаги, типично для Китая, но сам факт, 22 туалета в одном парке. Здесь удобно вообще кататься на велосипедах, потому что здесь есть велодорожки. Вообще тут все удобно, есть туалеты, есть лавочки, есть площадки с открытым видом, сады, пагоды. Одна из пагод, кстати, на вершине этой горы, она была еще построена во время династии Мин, но сохранилась до сих пор. Даже когда город развивался, решили эту часть сделать парком, огородить. В парке просто очень приятно находиться. Неудивительно, что большинство местных сюда приходят на целый день. Они тут катаются на велосипедах, отдыхают и даже молятся. Некоторые люди подъезжают в храмы для молитвы прямо на машинах среди рабочего дня. Кстати, храмы находятся на верхней точке горы. Как и в большинстве случаев, строители храмов с локацией не прогадали. Если хотите увидеть один из самых лучших видов в этом городе, приезжайте к этой башне Лонсьян в парке до 5 вечера, потому что мы чуть-чуть не успели. Вот. А вид классный оттуда. Можно подняться по винтовой лестнице. Эта башня была тоже построена давно, еще во время династии Мин, но реконструирована в 1985 году. Теперь она является частью парка. Горы Цинсю не единственный парк на Нине, как вы заметили. И когда мы ехали домой, мы заехали еще в один парк, где увидели очень интересную штуку. Измерение уровня шума. Сейчас Оля пошумит. Пошумим! Да столько и было. Да я громче говорю, чем ты только что пищала. Что это было?
Давай, не балуй. Нормально крикни. Ты чё, блин, на приколе? У? Оля, ты понимаешь, что ты сейчас позоришься вокруг людей и крикнуть нормально не можешь? Давай вместе. Нет. Давай ты сама. Давай, превысь 60, что это такое? Оля, я только что смеялся громче, чем ты крикнула. Я не могу. Ты серьезно? Превысь шум, пожалуйста. Да это мой смех был. Я стою дальше и говорю. Да это мое. Ну ладно, все, не надо плакать. Научишься когда-нибудь. А на следующий день на автобусе мы уже отправились во Вьетнам. И тут, казалось бы, мог быть уже хэппи-энд, но нет. Оказалось, что приглашение, которое нам выдали для въезда во Вьетнам, на сутки позже, чем мы приехали. И автобус, естественно, дальше уже поехал без нас. Мы уже думали, придется ночевать на границе, но примерно через час нас позвали к главному пограничнику. Он с нас даже взятки не потребовал. Пропустил нас во Вьетнам после звонка в нашу компанию, и после того, как каждый из нас пообещал ему 3 часа бесплатного тичинга английского, когда он приедет в Ханой. Но, видимо, в Ханое он не появлялся еще последующие полгода примерно. Мне кажется, это была просто какая-то проверка на адекватность нашу. Вдруг мы не тичеры, испугались бы и убежали в Китай. Расскажи теперь, чего нам больше всего не хватало в Китае? Конечно же, интернета без VPN. Да, только мы пересекли границу, уже въехали во Вьетнам, мы сразу же удалили наши VPN. Свобода ощущается практически во всем. Ты вдыхаешь пыль и запах рыбного соуса, слышишь бибиканье мопедов, видишь вывески, которые можешь не только прочитать, и иногда даже понять. И потихоньку осознаешь, что вернулся в место, которое стало вторым домом. Ну и место. Итого мы проехали 2700 километров в 5 странах за 74 дня. Использовали при этом 4 вида транспорта – велосипеды, поезда, автобусы и самолеты. Наш велотрип оказался кольцевым, то есть он и начался, и закончился в Ханое. И что было потом, это уже другая история. Юра уже рассказал вам, что за время нашего велопутешествия мы побывали уже в 5 странах Азии. И что символично, мы останавливались в 5 разных типах, можно сказать, жилья. И они вот здесь вот все вот прописаны, и по количеству дней вы можете тоже посмотреть. Еще мы решили подсуммировать все наши затраты и указать их вот здесь. Вы можете увидеть все наши затраты за 2,5 месяца.
Я вам не буду рассказывать, что мы взяли в это велопутешествие, потому что об этом в Камбодже мы уже сняли отдельное видео и выложили на канал. Это видео вы можете посмотреть вот здесь вот в рекомендациях. Это велопутешествие подошло к концу. Но мы уже в другом велопутешествии, о котором вы тоже скоро узнаете. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это нас очень мотивирует. Мы туда такие спецэффекты добавляем спецэффектов, больше спецэффектов. Пока, до встречи в следующем видео. Совсем забыли вам сказать ответ на вопрос из прошлого видео. Так вот, оказалось, что наш хост Натан из Ирландии. И в школе он изучал агамскую письменность. Поздравляем тех, кто угадал. С чего мы там должны начать? Улетел. Давай. Что ты теперь с ним ходить будешь? Повесь ожерелье себе, что так комариное. Да. Запусти его в Китай. Пусть хоть попутешествует. О,